Друзья, привет! Сегодня будет снято видео про запуск аквариума и еще про всякую хрень. Вот, но как начинается все? Беру вот так вот головой, потому что вот так волосы красиво ложатся. Этому аквариуму уже 3 года. Это реально долгострой. Он уже всем надоел, и вам тоже, я знаю. Не делайте так никогда больше. Если вы купили коряги и камни, запускайте. Но мы сейчас попробуем его как-то реанимировать, засадив растения. И может все заиграет новыми красками. Ну прям не новыми, просто зелеными. Тут никаких не будет каких-то вот прям красных. Засадим здесь почвопокровку. Фильтр будем ставить Oase Filtosmart. Эта линейка подешевле, но не особо. У нее нет префильтра. Поставлю я сюда с запасом, вот прям, чтобы точно уже хватило. Думала сначала поставить 100, но лучше 200. Так прям, чтобы уже точно, вот. Короче, сейчас он сам подключится, если что. Чудесным образом. В этот аквариум я сейчас буду устанавливать систему CO2. Итак, это баллон, это редуктор, электромагнитный клапан и дроссель тонкой настройки. Редуктор прикручивается к баллону с помощью ключа на 32. Показывать я это не буду, думаю, сами разберетесь. Да? Прежде чем открыть баллон, ставим на минимум редуктор. Можно просто выкрутить маховик редуктора, чтобы точно уже запомнить и отложить. Вот. Теперь открываем баллон. Так, открываем полностью до упора и полоборота обратно. Вот. Первый манометр на редукторе показывает давление в баллоне 60 атмосфер. Второй манометр показывает давление на выходе. Мы сами выставляем его с помощью маховика. Выставляем 2 атмосферы. Дальше идет электромагнитный клапан. Если он выключен с розетки, он закрытый. Включаем. Пошел газ. Выключаем. Не идет. Его вы выставляете по таймеру. Вот как у вас цвет стоит по таймеру, но только систему CO2 нужно включить заранее, где-то за час, за два, чтобы, когда свет включился в аквариуме, уже CO2 присутствовал в воде. Это дроссель тонкой настройки. С помощью его вы можете отрегулировать подачу CO2 в аквариум. Вот. Дальше подсоединяем шланг. Выкручиваем вот эту гаечку, одеваем на шланг и здесь одеваем и закручиваем. Этого достаточно. Если хотите более жестко закрутить, там можете взять плоскогубцы. Дальше устанавливаем обратный клапан. Чтобы вам понять, как он работает, возьмите, подуйте. Итак, прикидываем длину шланга. Вот здесь установим перегиб. Это просто для красоты, можно его и не устанавливать, просто шланг будет ровненько, а так он будет вот таким кружком.
Дальше устанавливаем диффузор в аквариум. Я буду вот такой маленький, аккуратненький, стеклянный ставить. Есть одна хитрость. Чтобы диффузор хорошо уходил в шланг, нужно шланг немножко разогреть в кипятке. Диффузор нужно устанавливать на противоположной стороне от Lily Pipe, потому что движение воды идет вот так, вот здесь заворачивается, и вот эти пузырьки, которые выходят с диффузора, дольше всего будут оставаться в аквариуме, и соответственно растворение СО2 в воде будет лучше. И устанавливаем счетчик пузырьков. Все готово, счетчик пузырьков установлен, диффузор установлен. Включаем систему через таймер. Его нужно включить за 2 часа где-то до включения света. А теперь открываем дроссель и настраиваем подачу СО2. Еще, чтобы понять, сколько нужно СО2 в аквариуме, я поставлю вот такой дропчекер. Сюда заливается индикаторная жидкость, прям сейчас зальем. Короче, половина должна быть. Вот. 10 сантиметров от высоты воды. Так. Синяя жидкость, значит СО2 мало. Если желтая, это перебор. А если зеленая, норма, но у меня всегда зеленая ближе к желтому, салатовая. Итак, вместо вот такого диффузора, счетчика пузырьков и обратного клапана можно поставить вот такой диффузор. Здесь уже обратный клапан, счетчик пузырьков и сам диффузор, 3 в 1. Здесь просто подводится шланг и все, ничего больше не нужно. Диффузоры бывают еще проточные, вот такие или какие-то другие похожие. Они ставятся на внешнюю трубку фильтра, и вот этот шланг СО2 подается прямо вот в этот диффузор. Чем они хороши? Они очень эффективно распыляют СО2 в аквариуме. Единственный минус его то, что когда он распыляет, он подается через выход фильтра и все в мелких пузырьках, весь аквариум. Но почему я выбрала именно вот этот маленький диффузор? Иногда даже если где-то нахожу в инстаграме видео, где просто вот сам диффузор, как выходит СО2, залипает. Еще у меня часто спрашивают, насколько хватает баллона. Вот, это все индивидуально. Расход баллона еще зависит от жесткости воды. Чем жестче вода, тем сложнее насытить воду углекислым газом, от количества растений, от яркости света, от вообще длины светового дня. И так сложно сказать, насколько хватает. Но 5-литрового баллона с электромагнитным клапаном на 200 литров аквариум хватает на год. Потом вы откручиваете баллон, едете на заправку. На заправке заправляете в 5-литровый баллон 3 килограмма, в 2-литровый 1 килограмм. Можно чуть-чуть побольше. Все наши баллоны новые, с завода, с паспортом. Также при покупке мы выдаем еще паспорт на редуктор, чек и гарантия 1 год. Срок службы баллона 20 лет. Количество заправок в течение 20 лет не ограничено. Еще все системы нами протестированы перед продажей, чтобы мы были уверены, что все работает. Короче, все готово, друзья. Приходите, подписывайтесь ВКонтакте, в Инстаграме и на Ютубе. Пишите еще в комментариях вопросы, если у вас остались какие-то. Поотвечаем. Пока.